Давайте мы сейчас возвращаемся. Мы на 8-й традиции сейчас. It's Ukrainian. You want me to read? Восьмая традиция. Дружество анонимных алкоголей следует всегда оставаться непрофессиональным объединением. Однако наши службы могут нанимать работника, обладающего определенной квалификацией. That's a kind of a tricky thing to deal with, because it makes it pretty plain, but at the same time, it's kind of hard sometimes to split the hairs in trying to do work that's related to AA. Are we in personal life trying to do it? Yeah. Or in AA? Well, I think we'll probably blend in a little. No, I'm just... That. На самом деле, сама традиция, сама по себе, она звучит довольно-таки просто и понятно, но на самом деле, когда начинаются реальные вопросы, они уже очень непонятные вопросы возникают. You run into all kinds of squeeze plays on that with knowing how far we can go in the work world without intruding on the recovery thing. Да, вопрос всегда возникает, насколько мы можем вообще войти в рабочую силу, да, с нашим помощью алкоголикам, не нарушая наши традиции служения. Yeah, as I mentioned a little earlier, that I was, you gathered by now that I found AA in a prison and had an absolutely wonderful experience not in prison, but in AA. Насколько вы уже поняли, что я нашел AA в тюрьме, и у меня был абсолютно прекрасный опыт AA в тюрьме, не вообще в тюрьме, но в AA был прекрасный опыт. Yeah, it was a genuine lifesaver and also a life starter. Это действительно было по-настоящему то, что спасло мне жизнь и по-настоящему дало мне вообще начало моей жизни. Yeah, when I was released, I had no grand plans about anything. I knew, number one, that I would not go back into an institution like that, and I knew that this program was what would make that possible. Я знал, что я уже не вернусь в тюрьму, я знал, что эта программа, это то, что позволит мне не вернуться в стены тюрьмы. Yeah, there was absolutely no question about where my priorities were and what I would do. У меня абсолютно не было никаких вопросов, какие приоритеты в моей жизни, и что я вообще буду делать. When I was free for only 2 years. Когда я был на свободе всего 2 года. For some reason, and I never have known why, nobody ever told me why, but the prison system, the Department of Correction in the state of North Carolina. Я не знаю почему, но исправительное учреждение, они позвонили мне. Asked me to consider taking a professional position in the correction system. Попросили меня, чтобы я занял профессиональную позицию, то есть начал, чтобы я работал в тюрьме. Now today, that's not major news. Сегодня это не особая новость. But when that happened with me, когда это случилось со мной, it was the first time in the history of the planet. Это было первый раз в истории человечества. That an ex-offender was to be employed as a professional employee. Что бывший заключенный будет нанят в тюрьму для работы. That's a peculiar place to be. Это очень странная вещь вообще, что произошла. When you're standing where no man has stood. Когда ты работаешь в том месте, в котором еще никто до тебя не работал. Thank God for a program that gave me the stability and the guidance of how to function in that. Я благодарю программу за то, что она мне дала стабильность и вообще направление, как мне функционировать в этой должности. I had the pleasure a while back having lunch with the man who was the first man to walk on the moon. Позже у меня была возможность пообедать с человеком, который первый раз вступил на Луну. That he and I shared our peculiar feelings at being where nobody else has stood. Мы с ним сидели и делились вообще этим опытом вступать на территорию, там, где никто раньше не ступал. I had to make a decision. Мне нужно было принять решение. And there was nobody to talk with about it
who could talk with me from experience. Но у меня не было невозможно, не знал я с кем поговорить по этому поводу, потому что ни у кого раньше такого опыта не было. But this tradition, along with others, but particularly this one, told me what I needed to do. Но эта традиция, вместе с другими традициями, особенно эта традиция, они точно мне сказали, что мне нужно делать. The minute I take 1 cent for any service I perform, как только я возьму хотя бы 1 копейку за любое служение, которое я делаю в АА, I'm a professional. Я профессионал, который я вообще делаю. Maybe poorly paid, but I'm still a professional. If you take any penny for service, you're a professional. Извини, не в АА вообще. Если как только я беру хотя бы 1 копейку за служение, я уже вхожу в разряд профессионалов, людей, которые оплачиваются. Well, if I take money, I become a professional. And so when I was walking into that prison environment, когда я уже обратно шел в тюрьму, what I had to sort out was I could have gone in there and with the historic nature of my employment, I could have been on every television program and newspaper in the world. И когда я пошел туда с моей вообще историей моего трудоустройства до этого, с моей историей, другой историей, я бы мог на самом деле быть на любом радио, на любом телевидении, рассказывать вообще эту историю, что со мной произошло, и как это теперь работает в тюрьме. But I had no interest in that whatsoever. У меня не было никакого интереса в этом. I could have gone into the system, into the prison system, and could have been a real hoodlum hero. Я мог бы пойти вообще в эту систему, быть каким-то там героем. Can you imagine the impact it would have if you walked into a prison and said, I sat exactly where you are, and now I am employed doing professional work here? Представьте, какую-то реакцию вообще произошло, если я зашел в тюрьму и сказал, я сидел на вашем месте, и теперь посмотрите, что я вышел из тюрьмы и работаю здесь. So, those were things that I could see that were going to happen. Эти вещи, которые я вообще смотрел, я знал, что они будут происходить. So what I concluded is just what I said earlier. If I take 1 cent for what I'm doing, I'm a professional. Но к заключению, к которому я пришел, как если я заберу хотя бы копейку за ту работу, которую я делаю, то я уже иду в разряд профессионалов. So my decision was that I would be a professional and the best one I was capable of being. Поэтому я принял решение, что я буду профессионалом и на самом лучшем, насколько я могу быть. I was not a yard buddy or anything like that to put on a uniform. I was a professional. My decision was to be an excellent professional. Я был профессионалом, это моя задача была не надеть костюм, тюремный костюм и в этом с заключенными разговаривать и быть их другом. Моя задача была быть профессионалом и исполнять свою работу, на которую они туда поставили. Yeah, so it was an important decision. It wasn't that hard to make. Это было очень важное решение, но не было таким тяжелым. But I had to be very, very cautious about letting my private life spill over into my professional life. Но мне нужно было очень аккуратно себя вести для того, чтобы моя личная жизнь, она не перехлестнулась с моей профессиональной жизнью. Yeah, and so, I wound up with a great career, absolutely great career. И в конце концов у меня была очень прекрасная карьера. And it's the kind of thing, I don't know if you've run into it, it's none of my business, but I've run into it in a lot of different ways. Я не знаю, по поводу вас, но я с этим сталкивался в очень многих случаях. My story is very unusual. Моя история очень необычная, in that, I've pioneered that kind of experience. Потому что это был просто первый раз, когда такой опыт был произведен. And that's appealing to a lot of people. Like if I go to California, И это привлекает многих людей. Например, если я еду в Калифорнию, I almost always run into a movie producer. Практически всегда я встречаюсь с каким-то продюсером кинофильмов. The first one I ever had was an AA member. Первый, который ко мне подошел, это член АА, Who was a producer. который был продюсером. He wanted me to let him make a movie without, I didn't have to be in it,
but he wanted to use my story as a face of a movie for something he wanted to make. То, что он хотел, не чтоб я был в фильме, но он хотел использовать мою историю для того, чтобы сделать фильм. He was a member of AA. Он был членом АА, A nice man. хороший мужик. But I told him after much persuasive attempt. И я сказал ему, в конце концов, после многих его уговоров, I told him I just wouldn't do it. я сказал, я просто это делать не собираюсь. Because if that movie was played in a prison, Потому что если это кино было потом транслировать в тюрьме, particularly one where I did volunteer stuff like in another state or whatever, особенно если это тюрьма, в которой я просто как член АА там в другом штате ездил и служил, I would have a hard time convincing the inmates that I wasn't there on salary. мне было бы очень тяжело уговорить, доказать этим заключенным, что я там не нахожусь, и мне за это нахожусь, когда мне за это платят. Or that I was marketing my scars, so to speak. Или я там не находился с точки зрения рекламы для того, чтобы рекламировать свои шрамы, мягко говоря. So, those kinds of things could be tempting. Frankly, they never were to me. Все эти вещи могут быть как бы искушением, никогда не были искушением для меня, но они могут быть. Yeah. And they weren't challenging to me because I understood the principle. Они не были для меня искушением, потому что я понимал вообще принцип. That you don't take money for something you do it as a service. Принцип, что ты не берешь деньги за то, что ты делаешь как служение. So that made it an easy decision. Это было очень просто легкое решение. I still have that happen on a regular basis. И у меня до сих пор это происходит на регулярной основе. Now it's a very old story. Теперь это, конечно, уже старая какая-то история. But it's brand new if you haven't seen it. You know? Абсолютно новая история, если вы не видели этой истории. So it's kind of a tricky terrain, but that whole business of not contaminating what I do as a free gift. Это очень такой очень деликатный вообще момент, не загрязнять то, что я делаю как служение. Yeah, awfully hard to get the trust and confidence of somebody if that's what you're doing. Очень тяжело добиться какого-то доверия от человека, когда это загрязнено. Yeah, sometimes it's tempting, but at the same time, you've got to be careful that I don't sell my soul in the process of letting information out. Иногда это может быть, конечно, искушение, но мне нужно быть очень аккуратным, чтобы не продать свою вообще душу ради какой-то мелочи. Yeah. And nine. Девятое. Содружество никогда не следует обзаводиться системой управления. Однако неправильный перевод. Там нету слова «жесткой» в английском варианте. Нету. «Жесткой». Наши ж переводили, надо ж никакой жесткой системы управления, но надо управлять по-любому. Там вообще такого понятия нет. Ну ладно. Не понятие, а слово. Понятие это пусть он рассказывает, я перевожу. Содружество никогда не следует обзаводиться системой управления, однако мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают. What Russian translation said that the fellowship should not have a strict system of government. And I said, no, there's no strict. It's just it should not have any system. Well, should not have system of government. They added in Russian, should not have a strict system of government. Is that and that's different from what we say that in the U.S. thing. Yeah, in the U.S. we say should not have a system of government. Mm-hmm. That's the Russian version. No, Russian says should not have a strict system of government. Yeah. No, go ahead. Извините, хотел перевести, но я так чувствую, это будет долго. Буквально слово за слово. АА, как таковое, никогда не должно быть организовано. Но мы можем создавать борды для служения или комитеты напрямую ответственные тем, кого они обслуживают. Yeah.
Yeah, now I kind of strain over words a little bit. Я иногда просто изменяю не слова для того, чтобы в свою личную жизнь это применять. AA as such. Написано AA как таковое. Yeah, what does as such mean? Что такое как таковое имеется в виду? Now, I think AA as such is the such is working with other alcoholics. Для меня понимание как таковое это как нас работа когда мы работаем с другим алкоголиком. Yeah, that's our purpose. Это наша цель. Это то, чем мы существуем. So what we say, we don't organize that. То, о чем мы говорим, мы не организовываем это. Just like he and I may have totally different approaches to how we work with an alcoholic. Например, как он и я, или этот человек, который сидит напротив меня, у нас могут быть абсолютно разные подходы, как мы работаем с другими алкоголиками. So we don't want to organize that. Мы не хотим это организовать. And we don't want to train people to do that. Мы не хотим тренировать людей, как это делать. And so I think that's the principle, is to recognize we're not experts. Это принцип, который мы хотим признать, что мы не эксперты. And each one of us has a different experience. И каждый из нас имеет разный опыт. You know, if you had gone in to see the millionaire that I went in to see, Если ты пошел и встретил того миллионера, которого я пошел встретил, you might have handled it totally different. на звонке 12-го шага, ты, скорее всего, это абсолютно по-другому с этим бы разбирался. And it doesn't mean that one of us is right and the other is wrong. Это не означает, что кто-то из нас прав, а кто-то не прав. Yeah. Each of us bring our own experience. Каждый из нас приносит свой личный опыт. Yeah. And so we don't want to organize that. И мы не хотим организовать эту работу. Yeah, we don't want to get like a 12-step school. Мы не хотим, чтобы у нас была какая-то школа по 12-му шагу. And establish a specific way that a 12-step call should be made. Устанавливать какую-то конкретную систему, по которой звонок 12-го шага происходит. Yeah. And so I think that's what makes that a more manageable tradition, is straight AA as such. Это для меня, когда я читаю с этим принципом, для меня АА как таковое, эта традиция становится более вообще реальной. Ну, как бы, ее можно вообще понять конкретнее. But then it moves on into, but we may create service boards and committees directly responsible to those they serve. АА как сообщество, как Сач, или как Миша говорит, АА как сообщество, а потом уже мы можем создавать комитеты, которые непосредственно ответственны тем людям, которым они служат. I've always had a bit of question about those we serve. У меня всегда был вопрос по поводу тем, кому мы служим. So it doesn't say for those we serve for. Не говорится о том, не тех, на которых мы работаем, а для тех, для кого мы служим, кого мы обслуживаем. Мы не работаем на них, а просто которых мы обслуживаем. Сейчас я это понимаю, расскажу, что имеет в виду. And yes, our basic responsibility is not to a supervisor or a manager. Our responsibility is to God as we understand Him. Наша ответственность не перед менеджером, не перед ответственным, наша ответственность всегда перед Богом. And I'm responsible to the people I'm working with. Я ответственный тем людям, с которыми я работаю. Yeah, it's just like the example I gave in the thing about elected officers. По поводу electing officers. Yeah, that one we talked about a little earlier. Раньше мы говорили по поводу избирания ответственных людей. Yeah. Go ahead. Yeah, that's why I was talking about that a little bit later. That there's times that you have to step in and give some guidance to something. But if you're in a position to do so, but the primary thing is that the responsibility is to the people we serve. Like that instant I described at the prison, I'm responsible to those guys as the sponsor of that group. Когда мы говорили о
когда в тюрьме, когда на группе выбирали, да, в тюрьме выбирали человека, который должен быть секретарем группы, и он сказал, что он энеевец, а не аевец, его не нужно выбирать, то есть моя ответственность была как спонсора этой группы перед этими заключенными, перед членами этой группы, что моя ответственность была перед ними, что мне нужно было говорить и сказать, чтобы чего-то не делали. That's right. Я служил этим заключенным. Yeah, and if I agree to be a sponsor, Если я соглашаюсь быть спонсором, then I agree to be responsible for the guidance and leadership for that group. то я беру на себя ответственность за лидерство и направление для этой группы. A part of my responsibility Часть моей ответственности, is to not let them walk off the end of the pier. Часть моей ответственности не позволить им вообще с обрыва, сойти с обрыва. I could have told you you were going to do that. А потом стоять и сказать, я вам говорил же, что вы упадете. So there's a place to step in. Существует место, когда нужно все-таки сделать шаг вперед и сказать, подождите. So I'm not responsible for them, but I'm responsible to them. Я не ответственный за них, но я им ответственный, то есть я им служу. The same thing in working with somebody in sponsorship. То же самое происходит, когда я работаю с другим человеком, как спонсор, один на один. I don't assume a dictatorial role with people I sponsor. Я не занимаю диктаторскую позицию с теми людьми, которых я спонсирую. What I do is I meet with the person, and then we will establish the kind of relationship that we want. То, что я делаю, я встречаю человека, и мы устанавливаем те взаимоотношения, которые мы хотим иметь друг с другом. Yeah. So we're in it together. Мы в этих взаимоотношениях вместе. I don't own the person just because I sponsor him. Я не владею этим человеком просто из-за того, что я его спонсирую. And that's why I always spend at least a couple of hours Поэтому я как минимум 2 часа провожу с человеком, до того, как я начинаю его спонсировать. establishing the game rules for what we do. Для того, чтобы установить вообще правила, по которым мы будем вообще играть. A lot of people, welcome to it, but I'm not one of them. Очень много людей, я не один из них. Will somebody walk up to them and I have it all the time. I'll find people, somewhere I go, somebody will say at a meeting in a big crowd, will you sponsor me? Я очень часто ко мне люди подходят и просят меня, чтобы я был их спонсором. My answer is always no. Мой ответ всегда нет. But then I say, but I'll be glad to talk with you about it. Но потом сразу же я говорю, но я буду рад с тобой поговорить об этом. It's like a blind date. I say, sure, I'll sponsor you. Это как слепое вообще свидание, типа, да, конечно, буду тебя спонсировать. Blind dates don't always work out well. Слепые свидания не всегда отрабатывают хорошо. Yeah. So mine is always no. То есть мой ответ всегда нет. I think we trivialize sponsorship when we just put it on a casual basis. Я думаю, We'll try it out. Мы просто как-то несерьезно относимся к вопросу спонсорства, мы просто как-то так, да, конечно, давайте попробуем, поспонсируем это дело. Yeah, realistically, from my perspective, Как с моей колокольни, как я это вижу. what I'm doing is inviting my sponsor into my life. То, что я делаю, я и приглашаю спонсора в мою жизнь. And I don't do that casually. И я просто так это не делаю. And I think it comes under this thing. When I set up sponsorship, the one I've got now, И когда я устанавливаю спонсорские взаимоотношения, которые у меня сейчас, it's clearly understood that that person is the only person on earth. Когда я устанавливаю спонсорские взаимоотношения с моим спонсором, то очень четко определено, что это единственный человек на планете Земля, the only person on earth who has permission to walk into my life anytime about anything. Это единственный человек на Земле, который имеет мое разрешение в любое время, по любому вопросу в моей жизни, прийти и начать со мной по этому разговаривать, по этому поводу говорить. Nobody else has that permission. Ни у кого больше нету такого разрешения. My wife doesn't have that permission. У моей жены нет такого разрешения. But she does it anyway. Но она все равно это делает, конечно. I keep her. Приходится ее, конечно, держать. To me, that's an important bond of trust that needs to occur. Для меня это очень важное доверие и единство, которое нужно установить. Yeah, it's pointless to have a sponsor
with no real commitment in depth. Because I'm asking Нет никакого смысла в спонсорстве, если нет вообще самой глубины и реальности. Yeah. And so, anyway, that to me is a vitally important thing that sort of falls into this. And so I want a sponsor that, my sponsor had 25 years. We have never had a crossword. У меня был спонсор, который я уже с ним 25 лет, мы ни разу кривым словом не обменялись. Now he has challenged me on a couple of things. Он не один раз меня очень задавал мне очень прямые и неприятные вопросы, мы обсуждали. But in a loving manner. Но с любовью это делал. Yeah. I did that on this one. 10? Yeah. You ready? Yeah. 10-я традиция. Двигаемся. Вы записывайте вопросы. Корзинка вон стоит. Когда их будем читать, это хороший вопрос. Завтра. Содружество анонимных алкоголиков не придерживается какого-либо мнения по вопросам, не относящихся к его деятельности. Поэтому имя ей не следует увлекать какие-либо общественные дискуссии. Okay. Sometimes it's a difficult tradition. Иногда это очень тяжелая традиция. Because sometimes I really want to act out on something that happens that reflects on the program and Иногда я действительно хочу что-то сделать, чтобы какое-то действие, которое на самом деле повлечет за собой, повлияет как-то на содружество AA. Yeah, for example, Например. For example, a newspaper editor. Например, редактор газеты. Not unusual. I don't know about Ukraine, but it's not unusual at all for us to have major headlines about something that happened in relation to some AA members. Я не знаю по поводу Украины, но у нас очень часто в газетах главные заголовки, они идут по поводу некоторых моментов, событий, в которых были вовлечены члены AA. And anytime that happens, I have a real urge to confront the editor. И каждый раз, когда это происходит, мне постоянно хочется идти и поговорить с редактором. I usually don't. Обычно я это не делаю. Because the editor's responsibility is to report the news to the people in his area. Потому что ответственность редактора газеты – это освещать все события, которые происходят в обществе. Yeah, he has no right to withhold information. У него нет никакого права удерживать какую-либо информацию. So it's an outside issue, and it has to be handled very gently. Это вне нашей сферы влияния, эта ситуация, но нужно очень нежно с ней разбираться. Yeah. Two of the guys I sponsored just met with the editor of a newspaper. Два хлопчика, которых я спонсирую, недавно встретились с одним из редакторов газеты. And they met very cautiously and refrained from any criticism. Они очень аккуратно встретились с редактором, ничего не критиковали, просто аккуратненько с ним встретились. When they walked out, the editor said, "We can't protect your anonymity." И редактор сказал: мы не можем защитить вашу анонимность. He said, "That's up to you." Это ваша задача защищать вашу анонимность. And my guys agreed. Мои It is up to us. хлопчики согласились. So what we asked them to do was to be mindful of the impact that it has on the people in the news. Все, что мы попросили, чтобы они были сознательно относились к тому, какое влияние их новости производит, несет за собой на общество и вообще на сообщество AA. Let me mention one other thing that's sort of an inside deal. Еще один момент, внутренний такой момент. I believe that gossip comes under the heading of outside issues. Лично я верю, что сплетни, они входят в разряд вещей за пределами нашей компетенции. My experience has been that gossip can be deadly. Мой опыт, что сплетни могут в буквальном смысле слова быть смертоносящими.
I've seen any number of suicides that were the result of somebody putting out a bunch of information about them. Я видел слишком много самоубийств, которые были прямым результатом того, что кто-то сплетничал по поводу этого человека, разносил новости, которые не по поводу этого человека. So, to me, I like to look at that tradition internally as much as externally. Поэтому я люблю смотреть на традицию как с внутренней стороны, так и с внешней стороны. There's an old saying that what's said here stays here. Старое выражение, которое то, что мы обсуждаем здесь, должно остаться здесь. Yeah, and if we can't trust the people that we're staking our lives on, если мы не можем доверять тем людям, которым мы доверяем нашей жизни, we got a lot of trouble. У нас очень много проблем. And so, I've seen nothing but injury from gossip. Я не видел ничего, кроме боли со стороны сплетен. And I don't do it. Я это не делаю. My wife one night told me that a lady was pregnant. Однажды моя жена сказала, что эта девушка была беременна. And I said, yes, I know. Я сказал, да, я знаю. She said, why didn't you tell me? Она мне такая, что ж ты мне не сказала? I said I had nothing to do with the pregnancy. Я говорю, я был не при делах, то, что она забеременела. Why would I tell? Чего я тебе должен рассказывать? That's her announcement, not mine. Это ее новость для того, чтобы это огласить, а не моя. But it sounds like a simple thing. Это звучит как какая-то простая вещь. But that's not for me to deliver the news about. Это не для меня, для того, чтобы эту новость разнести. So I want to respect the privacy. We're entitled to as much anonymity as we feel we need. Я должен уважать анонимность человека, и каждый человек имеет право на столько анонимности, сколько он хочет в нашем сообществе. Yeah, it's unfortunate, but it happens quite a lot in fellowship. К сожалению, но это происходит очень много в нашем сообществе. I think most everybody in the world remembers the case when some fellow at a meeting over in just north of New York said in a meeting that he thought he might have killed two people. I don't think they have a news here about it, but одна из вещей, которых все знали, я думаю, навряд ли мы в Украине об этом знали, но одна новость, которая была в какой-то группе рядом с Нью-Йорком, мужчина на группе сказал, я думаю, что я убил двух человек. It created tremendous difficulties. The police came in and did investigation. Произошло очень много проблем, потому что полиция сразу приехала и начали делать вообще допросы. That's their job. Работа у них такая. And so they're questioning members of Alcoholics Anonymous based on something where somebody just wanted to talk about something that had no meaning. Они начали допрашивать членов АА на основе того, что кто-то на собрании хотел о чем-то поговорить и просто сказал, что я думаю, я, может быть, кого-то убил. Yeah. So I want to remember that anything you know or tell me is outside business. Я хочу знать, что любую вещь, которую вы мне говорите, это бизнес за пределами, это вопросы за пределами АА. Я не имею никакого права эту информацию передавать никому. 11. Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основывается на привлекательности, а не на пропаганде. Мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. That sort of follows up what I was just talking about, that each of us is entitled to as much anonymity as we feel we need. Но как бы плавно переходим к тому, о чем я говорил, что каждый из нас имеет право на столько анонимности, сколько он вообще хочет иметь эту анонимность. Yeah, that's a self-imposed thing that some people, just because of their situation in life, cannot afford to be open in public. Некоторые люди из-за определенных обстоятельств своей жизни они не могут открывать свою анонимность публично, вообще в каких-то пределах. Yeah, it's kind of hard to manage sometimes
But the Are you talking about the 12 about anonymity? 11. 11 is attraction rather than promotion. Is that what you're talking about? Yeah. Okay. It is. And the attraction of AA, a lot of it depends on the assurance of privacy and anonymity. Привлекательность анонимных алкоголиков часто зависит, основывается на привлекательности нашей анонимности и нашей работы. And if we're careless about that, we can do great harm. Если мы не аккуратны с этим, можем принести очень много вреда. Are we doing in a tradition in a personal life? Because we again went all the way to attraction in your job, in your family. Yeah. Well, he's talking about pulling in the personal a little bit more. Я просто говорю, что ты не забывай, что мы традиции в личной жизни. Ты примеры с личной жизни давай. В семье, на работе. Yeah, that anonymity, in the group here, I'm not anonymous in AA. Я не анонимный в анонимных алкоголиках в нашей группе. I want you to know my name. Я хочу, чтобы вы знали мое имя. I don't care if you have my phone number, Мне не важно, email. чтобы у вас был мой телефон, мой email. I don't want to be anonymous with my family. Я не хочу быть анонимным в моей семье. But I don't want to put an announcement in the Kiev newspaper. Но я не хочу сделать объявление в киевской газете. Yeah, and so there are times when, like for example, I travel a great deal. Например, я путешествую очень много. Я путешествую очень много. And for a lot of years, I mean many years, if people asked me where I was going. И очень много лет, когда люди говорили, когда меня спрашивают, куда я еду. I was nearly always going to an AA function. Я практически всегда ехал на какое-то собрание AA. And just like people do on planes, where are you going? И на самолете всегда люди спрашивают тебя, всегда спрашивают, куда ты вообще летишь? And for a lot of years, I would sort of just make a smoke screen. И очень много лет я просто пытался как-то выкрутиться от этого вопроса. Yeah, I could have just said I'd rather not say it, but I didn't. I would say, well, I'm going to Kiev. What for? Я мог сказать, я не хочу об этом говорить, но я считал, что это не так. Когда меня спрашивают, куда ты летишь, я лечу в Киев, мне сразу же вопрос, а чего ты туда летишь? And so I'd say a conference, a day in Kiev, what for a conference? А я потом говорю, на конференцию лечу. And then, well, what's it about? И опять же не вопрос следующий, а о чем эта конференция? And I got pretty skillful at putting up smoke screens. Хорошо у меня уже получалось, я уже научился, как глаза замыливать. And I might say, it has something to do with alcoholism or something, but I sort of beat around the bush. Я начну это что-то имеется в виду по поводу алкоголизма, или что-то такое, но всегда я так вокруг да около хожу. And then one day on a plane, it just occurred to me, what on earth am I hiding from? И однажды на самолете я раздуплился, я понял, а что я вообще это все прячу? Yeah. Here I'm 30,000 feet in the air. Вот я тут 30 тысяч футов в воздухе. Way up. Там высоко. Yeah. And I'm in a sewer pipe with wings on it. С штуковиной, которая есть крылья и туалет. And what on earth am I hiding? Что я вообще пытаюсь спрятать? And so I just made up my mind that I would never do that again. Я просто решил, что я больше этого делать не буду. So now, if somebody asks me where I'm going, теперь, если когда меня кто-то спрашивает, куда я вообще еду, they better want to know. Я только надеюсь, что они действительно хотели узнать, куда я лечу. Yeah, because I will flat tell them. Потому что я вам сразу в лоб и расскажу. And it's amazing what I've run into over the years. Изумительно, что с какими людьми я встретился в течение многих лет. I've never once had any negative experience being fully open. У меня еще никогда не было никакого отрицательного опыта, когда я полностью открыт. Not once.
what I have had has been tremendously fine experiences. Все, что у меня было, это изумительный опыт. For example, I had flying somewhere one day, and there was a young woman that was on the plane. Например, однажды я летел, там была одна молодая женщина в самолете. And I sat back beside her. Я сел рядом с ней. Same seat line. And we started a normal conversation. And she said, "Where are you going?" And I told her Fargo or somewhere. And Я спросил, куда я еду, я сказал, ну, еду там далеко, туда-сюда. then I asked her where she was going. Потом я спросил, куда она вообще летит. She told me that she was going to Fargo, North Dakota. Она сказала, что она летит там в Северную Дакоту. To apply for a job as a librarian. Лететь для того, чтобы пойти туда работать библиотекаршей. Sounded good. Ну, звучит нормально. And she said, "Where are you going?" And I told her I was also going. That's where the plane was going, was Fargo. So we're both going there. Вот, но я сказал, что я тоже лечу с Южной Дакоты, ну, самолет вообще туда летел. Why are you going? And I told her it's an AA conference. Я сказал, ну, на АЭСскую конференцию. She's kind of interested. And then just before we took off, Перед тем, как мы вообще оторвались от земли, there was a sort of a frantic-looking, red-haired woman coming down the aisle. Начала заходить женщина, такая взбалмошная, с красными волосами, рыжая. Yeah. And I looked at her, I said, "I bet she's mine." Я на нее посмотрел и говорю, могу поклясться, что это одна из наших. And she was, so she came back, sat down. Была наша. And so we did the same howdy do stuff, you know. Мы Introduced ourselves and where you going. We all going to Fargo. Да, и мы опять представились, спросили, куда она летит. Она тоже, к удивлению, летела в Южную Дакоту. And so she had a very, very sad mission. Her husband had just died of brain cancer. And she was going to Fargo for a brief period with her family. У нее, конечно, полет был неприятный. Ее муж умер от рака мозга. Она ехала туда для того, чтобы побыть с семьей. Well, you know, the minute that we started talking, she tipped it that she was in AA. И как в ту же секунду, которую мы там сразу же начали говорить, она намекнула, что она в АА. So I told her what I was going to Fargo for, and she said, "Are you in AA?" Я ей сказал, что я лечу в Южную Дакоту, там, в конференцию. Она сказала, ты в АА? Yeah, I said, "You better believe it." And she said, "Me too, 7 years." Да, я тоже 7 лет. Well, we immediately just locked together. Естественно, мы сразу же. And totally forgot the young woman from Boston. Мы как сразу друг другу приклеились, начали разговаривать и полностью забыли про эту девочку, библиотекаршу из Бостона. And just before we were to land in Fargo, И перед тем, как мы приземлились в Дакоте, it dawned on me that I was being totally rude to that girl from Boston. до меня дошло, что я был некультурно себя вел по отношению к этой девушке. So I turned back to her and said, "You know, I'm really sorry for getting so caught up in what we were doing." The red-haired woman and me were having a semi-closed meeting. Я повернулся к ней. Я извинился, потому что я себя некультурно вел, повел себя. Вот, потому что с этой рыжей мы закрытое собрание в открытом самолете проводили. So I turned back to the girl and I said, "Hey, I want to apologize. My God, I've just totally ignored you from the whole trip." And she said, "Please don't apologize." And I said, Я хотел извиниться, она говорит, пожалуйста, не извиняйтесь. And I said, "Why? I mean, that's rude to not pay any attention." She said, "Like everybody has the rest of the story, eh? Everybody's got some more." And she said, "What I didn't tell you is that I am going to Fargo to apply for a library job." She said, "But what really happened that I was to be married last Saturday." То, что я мне не рассказала, что я летела в Южную Дакоту для того, чтобы стать библиотекаршем, что я не рассказала, что в прошлые выходные я должна была выйти замуж. Went to the church, dressed fully. Пришла в церковь, была вся такая белая, красивая.
the husband-to-be never showed. Этот самый жених не пришел? Imagine. Можете представить себе эту ситуацию? Hard to imagine how embarrassed and humiliated. Трудно себе представить, до какой степени она была унижена. Yeah. And she said, what I'm really going back to Fargo, I am going to apply a job, but I'm really trying to see if there's any hope for me. And she said, after listening to you two, man, is there ever hope for me? Она говорит, не извиняйтесь, я на самом деле летела в Южную Дакоту для того, чтобы пойти на новую работу в библиотекарше. На самом деле, что хотела поехать в Южную Дакоту и разобраться со своей жизнью. С точки зрения, есть ли у меня вообще надежда, чтобы иметь какую-то нормальную жизнь. Но после того, как я послушала вас, я поняла, что надежда у меня не то, что есть, а ее тысячи. But just imagine, over the years, how many times I've missed opportunities to really have meaningful interaction with somebody because I'm sitting there isolated, you know. Но представьте себе, столько лет, сколько я летал, сколько я вообще пропустил возможностей общаться с людьми и принести пользу, просто из-за того, что я себе закрылся в своем маленьком мирку и сижу и там никому ничего не рассказываю. And 20 more minutes. Yeah, 20 minutes. Yeah, okay. So we have plenty of time. We're planning as we go. You want to talk anything about attraction? Rather, how you're supposed to be attracted? Attraction to people? Yeah. And attract? Yeah, and attraction. Like in a family, that you attraction for children to do something, or for a wife, or at work to be example, or something. You don't do any of that? Attraction rather than promotion. Yeah. Yeah. No, it's well, I think what he's talking about the important thing of attraction versus promotion. Я пытаюсь его заставить, чтобы он все-таки поделился своим опытом по поводу привлекательности, а не пропаганды. Well, and the example I just gave is a good example. Пример, который пришел, тут хороший пример. Of how it was not promotion, but it was attraction. Это не было пропаганда, это просто была привлекательность нашей программы. Yeah, and while the girl was not an alcoholic, she's a human being. Несмотря на то, что эта девушка была не алкоголиком, она была человеком. She was a pretty destroyed young woman. Она была очень разрушенной молодой девушкой. She got off the plane with new hope. Она сошла с этого самолета с новой надеждой. Yes. No, it's just an opportunity to be of service if I let people know me. Просто возможность для меня быть в служении другим людям, если я позволю другим людям меня узнать. Yeah, and the program of attraction is tremendously important. That I want to be a good representative in whatever I do. По поводу привлекательности, я хочу быть привлекательным, независимо от того, что я делаю в своей жизни. Yeah, and I live in a fairly small town. Я живу в довольно-таки маленьком городе. Compared to Kiev, по сравнению с Киевом. Most people in town know that I'm in AA. Большинство людей в городе знают, что я член AA. And it has never been awkward or damaging to anything I've ever done. Это никогда еще не повредило абсолютно ничему, что я делал в своей жизни. But it puts a responsibility on me. Но это накладывает на меня ответственность. That if I want to attract people to Alcoholics Anonymous, если я хочу привлекать людей в анонимные алкоголики, I need to be a good example of what Alcoholics Anonymous is. Я должен быть хорошим примером, что такое вообще анонимные алкоголики. I don't need to be a profane, vulgar braggart. I don't need to do that. Мне не нужно быть материться, быть вульгарным и вести себя таким образом. Because what that does is drives people away. Потому что это делает, он наоборот отдаляет людей. So if I'm gonna be willing to let my position, my being in AA known, если я уже рассказываю людям по поводу того, что я член AA, I think there's a responsibility that goes with it. С этим приходит и ответственность в мою жизнь. Yeah. And what I've seen is nothing but absolutely positive values every time I've openly discussed it with somebody. Но все, что я всегда видел, когда я это открыто обсуждаю, только позитив с этого приходил в моей жизни.
So it's either a program of attraction or it can easily be a program of rejection. То есть программа привлекательности очень быстро может превратиться в программу, которая отталкивает людей. I mentioned one thing that may sound unrelated, but I think it ties in. Я сказал об одной вещи, которая может показаться не относится к этому, я думаю, что относится. I believe that alcoholism is a family illness. Я верю в то, что алкоголизм – это семейная болезнь. And because it's a family illness, recovery is a family matter. И из-за того, что это семейная болезнь, выздоровление – это семейный процесс. I'm a great lover of open speaker meetings. Я огромный любитель открытых спикерских собраний. Yeah. And it's part, certainly because of the identification thing. Особенно конечно, из-за процесса идентификации, который происходит на собрании. Yeah. But for many families that are new in recovery, Но для многих семей, которые новички в выздоровлении, they really feel out of place. The people who are non-alcoholic feel out of place. Люди, которые не алкоголики, они себя чувствуют как не в своей тарелке. And listening to someone describe their illness, their recovery, is tremendously valuable to a family. И для члена семьи слушать человека, который рассказывает о своей болезни, о своих событиях, о своем выздоровлении, очень важно. It's also for many families that are less than wealthy. The open speaker meeting may be the closest thing they have to a night out. И для многих семей, которые на самом деле у них не богатые семьи, открытое спикерское собрание – это один из вечеров для того, чтобы пойти погулять, который не все могут позволить. You don't want to tell them that the dinner is going to be 2 donuts. Ну, им, конечно, не надо говорить, что ужин это будет 2 печеньки, но... But it's a big night out, you know. Для некоторых это событие для того, чтобы пойти и выйти в свет. So it is a program of attraction. My wife. Наша программа привлекательности. My wife, for example. Моя жена, к примеру. Grew up as I don't know if you have a Nazarene church in this area. They are seriously religious. Моя жена, она выросла в церкви, Назарейской церкви, они очень религиозные. She grew up in a Nazarene environment. Она выросла в семье церковном. She had really never known an alcoholic, really understanding what it was. Она никогда не знала, что такое алкоголизм, и не видела алкоголика. Then she married me. А потом она вышла замуж за меня. She got introduced to alcoholism with me. Она была представлена к алкоголизму через меня. Thank God it was sober. Но слава Богу, что я уже был трезвый. And she loved going to open speaker meetings with me. И она любила ходить на открытые собрания алкоголиков со мной. And somehow she had a heart for the underdog. She would just absolutely just rejoice with the person when they're talking about recovery. И она каким-то образом, у нее всегда просто неимоверная радость была с тех людей, которые она видела, когда они выздоравливают, когда она слышала эти истории. И очень радовалась сильно. And ultimately, even though she had been, I've sober 11 years when we married. So. И несмотря на то, что мы поженились, когда мне уже было 11 лет трезвости. So active alcoholism was not a part of our relationship. Активный алкоголизм не был частью наших отношений. I wanted her to go to Al-Anon. Я хотел, чтобы она пошла в Ал-Анон. But she didn't think she had a proper resume for Al-Anon. Но она чувствовала себя, что у нее нет хорошего резюме для того, чтобы пойти в Ал-Анон. Опыта не хватает. So she didn't want to go. Она не хотела пойти, не идти. And she sensed somehow that I really wanted her to go to Al-Anon. Но каким-то боком она чувствовала, что я хочу, чтобы она пошла в Ал-Анон. And nobody wants to get pushed. Никто не хочет, чтобы его как-то заставляли что-то делать. She dug her heels in. Она короче, не пойду. But thank God she'd been to a lot of meetings and had a feel for the program. Но слава Богу, что она была в достаточное количество собраний, чтобы вообще понять, что такое программа. So I told her one night, I said, we need to have a talk. А я в конце концов сказал, нам нужно поговорить.
And she said, okay, fine, of course. And so I told her, I said, you know, I would really like for you to be in Al-Anon. Она сказала, ну давай, говори. Я сказал, я очень хочу, чтобы ты пошла в Ал-Анон. But if you never go, Но если ты никогда не пойдешь, be sure you understand you're not going to affect whether I drink or don't drink. но если ты не пойдешь, то что ты понимал, никакого влияния на то, что пью или не пью, ты не сделаешь. Yeah, I'm sober 11 years. That would be the biggest cop-out in history. Это было бы, если я уже не пью 11 лет, это уже, я не знаю, как надо было найти оправдание того, чтобы пойти бухать, потому что моя жена не хочет пойти в Ал-Анон. Then I said, but I believe that a family that recovers together has a far better chance of staying together. Но я хотел сказать, что семья, которая выздоравливает вместе, у них намного больше шансов, что они останутся вместе. The minute the pressure was gone, В ту минуту, когда давление на нее я убрал, she immediately got into Al-Anon. она сразу же пошла в Ал-Анон. She was not going to do it because I was pushing her. Она не собиралась это делать, потому что я туда толкал. Never said anything, but she sensed it. Я никогда ничего не говорил, но она чувствовала, что Dug her heels in. она уперлась рогом и So все. now she's 44 years in Al-Anon. Ну, теперь у нее 44 года в Ал-Анон. So that whole business about how we attract and all this kind of thing, Весь этот вопрос по поводу привлекательности, а не пропаганды, it's all contingent on how we handle ourselves, you know, and how we present. все зависит от того, как мы вообще себя ведем и презентуем себя. Yeah. So, 12. Мы уже про анонимность говорили. 12. Анонимность – духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности. Это 12-я традиция. 12. yeah, I couldn't Principles. I couldn't understand the translation. Не понял, что я прочитал. It's 12. Yeah. It's step 12. It's not tradition. Well, I'm glad you're here. We'd be the heck of a mess. That's the long form. I'm going to get this one here. Yeah. You read all Yes. of that. Yeah. This whole thing of anonymity, I think we beat around that fairly. Я думаю, анонимность мы уже до смерти тут добили, да? And it is key and critical that Это критично и важно. it's just what it says, the spiritual foundation of all of Это our то, о traditions. чем мы говорили. Это вообще анонимность – это духовная основа, фундамент наш. Someplace else is written that, and it's not so much about secrecy, it's about humility. Где-то написано, продолжаем про анонимность, что вопрос не в секретности, а вопрос в смирении. Yeah, it's the anonymity prevents me from taking a lot of credit for stuff. Анонимность защищает меня от того, чтобы я как бы ставил себя на пьедестал и брал себе медали за то, что я что-то сделал. Yeah, one of the surest measures for humility. Одно из самых серьезных вещей по поводу смирения. The surest thing is to do something for somebody and don't let them know it. Это делать что-то для кого-то и чтобы они об этом не знали. That's humility. Try that sometime. Это смирение. Попробуйте. Try that sometime. That's a difficult thing. Очень тяжелая вещь. To do it and not take credit. Сделать это и чтобы тебя, чтобы никто об этом не знал, а тебя даже никак не хвалили, не погладили по головке. Once in a while, you have to promise not to tell anybody from my home group. Иногда, пожалуйста, не говорите моим ребятам с моей домашней группы. But once in a while, I'll go to the place where we meet. Иногда, когда я хожу в собрание, там, где мы встречаемся, And straighten up all the literature. Там разложу всю литературу аккуратненько. Wash the coffee pot again. Помоют кофеварку. Yeah. And do the things that need to be done in a group. И делаю просто те вещи, которые нужно сделать в группе.
I don't want anybody to know that. Я не хочу, чтобы кто-либо об этом знал. Yeah. Because I want that to be something I do as an anonymous service. Потому что я хочу, чтобы это было то, что я делаю, это анонимное какое-то служение, которое я делаю. It's a simple thing. Очень простое действие. But it can be very important Это может быть очень важным. to do something without taking credit. Делать что-то, чтобы тебя за это, ты не получал ничего взамен. Yeah. And I think that's the essence of humility, is that Это, я думаю, это сущность вообще смирения. we don't seek credit for what we do. Смирение, когда мы не ищем то, чтобы получить обратное вознаграждение за то, что мы делаем. Yeah. Yeah, and it protects me from myself, so that I don't get too carried away with who I am. It doesn't matter who I am so much, it's what I am. Это на самом деле просто защищает меня от самого себя. Anonymity is a tricky kind of a thing. Анонимность, оно такой очень интересный момент. I'll tell you just a quick little story that before he stops me. Я расскажу небольшую историю перед тем, как он меня остановит опять. I was doing a workshop out in California. Я делал один спикерское в Калифорнии. And most of them were sort of senior members, and we were up on a hill somewhere. И большинство из нас были, старики. And 4 young guys, I think they'd heard that there were some old guys up on the hill doing AA stuff. And these 4 young guys from Hollywood. И 4 молодых решили пойти посмотреть на дедов из Голливуда. Well, they came in. It was totally harmless. It was just a bunch of young guys wanting to have some fun. Но это просто 4 молодых человека, которые просто весело им приехали повеселиться. So they tried a little bit of joking and clowning and stuff like that, and being irreverent and all that stuff. Приехали, там шутили, тролливали, там вели себя неуважительно. And they weren't getting very far, Ну, их особо, конечно, не получалось. We had a serious agenda, and we wouldn't play the game with them, У нас была как бы серьезная вещь, которую мы хотели обсудить и решить, поэтому мы особо их внимания не обращали. So they caught on and settled down and started acting like they were in an AA meeting. Но не дошло, они в конце концов успокоились, начали себя вести, как будто бы они действительно на собрании AA. And one of the 4 guys spoke up and said, we enjoy being up here, but he said, we really have some problems in our part of California. Один из этих 4 сказал, что нам нравится здесь находиться, но у нас в нашей части Калифорнии у нас проблемы существуют. And he said we are very sick about this, the stuff that's in the headlines all the time about some celebrity that goes into treatment, and it says we don't know how to deal with that. Because it just sabotages the person's hope of recovery. Они говорят, у нас действительно проблема, потому что у нас в Голливуде постоянно выходят газеты, в которых описывается, что какие-то звезды, как они там бухали, в реп-центр их положили, как они вышли, как они опять там посрывались, и мы действительно вообще не знаем, что с этим делать. And so I said to the guy that asked the question, I said, let me ask you a question. How long has it been since some member of AA in California, in Hollywood, how long has it been since one of the members met with the editor of the paper and talked about the criticality of anonymity for someone in early recovery? Я задал ему вопрос по поводу того, давайте вопросом на вопрос отвечу. Когда последний раз ребята собирались с редакторами газеты, говорили с ним по поводу анонимности и как какой-то эффект производит на людей, на звезд, которые напиваются? The answer is pretty predictable. The answer was no, don't know. Ответ был, конечно, без понятия. And so, what we're talking about is a place where people's recovery is in jeopardy, and a fellowship that does nothing to try to increase the awareness about that, and expect newspaper editors to know, what the dangers are.
А то, что происходит на самом деле, то, что люди жалуются на что-то, что анонимность нарушается, людям это вредит, а люди на самом деле по этому поводу сами ничего не делают в сообществе. Они ожидают, чтобы редакторы сами до них дошло, и чтобы они сами этого не делали. Yeah. They don't treat that they don't teach that in journalism school. В школе по журналистике на самом деле не обучают того, чтобы не нарушать анонимность алкоголиков. Yeah. And so what we reap what we don't sow. Yeah. And и на самом деле мы жнем то, что мы не сеяли. It's a good example, because we'll so often back off and say, Jesus shouldn't do that. But you should go back to the CPC thing we were talking about. Part of the professional community is the editor of the paper. Но мы тоже самое возвращаемся по тому же кругу, который мы уже прошли, для того, чтобы моя ответственность как алкоголика по поводу работы с профессиональными людьми, это пойти разговаривать с этим редактором этой газеты, для того, чтобы мы начали сотрудничать, чтобы не происходили такие ситуации. Yeah. You want to wrap it up for today? Well, he's going to pull the plug on me. Сейчас вытащит это самое из розетки. Телевизор сейчас выключится. Okay. Okay. Вот, на этом наше собрание подошло к концу.